on my pillow, leave the winter on the ground. Великая сила искусства. Автор Айя. Соавтор Адорада читает Кэт Вилд. Глава 22. Ким Сак-джин жил в небольшом доме в стиле испанского возрождения 1922 года постройки, с черепичной кровлей и арочными проемами. «Располагайся», — предложил, снимая с себя пальто. «Осматривайся. Хочешь вина?» «Не откажусь». Намджун повесил свое пальто на вешалку, разулся и прошел внутрь. Медленно, неторопливо, как будто в музей пришел, а не в чужой дом. Шаги приглушались мягкими коврами. Мебели было немного, но каждый ее предмет словно стоял на изначально задуманном месте. В гостиной на светлой стене висела большая картина в простой раме. Тропический лес с цветами. Только присмотревшись, можно было заметить небольшую птицу, запутавшуюся в извивающихся лианах и цветах. Намджун затормозил напротив нее, рассматривая в деталях, пока ждал хозяина дома с вином. «Люблю на нее смотреть». Сак-джин бесшумно подошел сзади и протянул бокал. Это работа знакомого художника. Буквально вымолил ее у него. Даже пришлось пойти на беспрецедентные действия. Он тихо засмеялся. Оформил 20% скидку в нашей галерее в обход Хасока. Всегда мечтал научиться рисовать, но только не пробовал. Получались какие-то детские каракули. Мой сын и то лучше рисует. Намджун принял бокал и сделал небольшой глоток. А потом вытянул вторую руку в сторону. «Иди ко мне», — попросил так легко, будто они уже много лет женаты. Сак-джин шагнул к нему под руку, прижался плечом, неспешно потягивая вино. «Я тоже не умею рисовать», — с легким сожалением сказал он. «Наверное, нельзя уметь все. Ты пишешь книги, а я немного играю. У каждого свои таланты. Мне бы хотелось почитать твои рассказы. Мне кажется, они очень глубокие и искренние, как ты». Мой друг иногда называет их безумными. Намджун улыбнулся в свой бокал. «Веришь ли ты в то, что я могу быть безумным?» И повернулся к Сак-джину, обнимая его за плечо чуть крепче. «А на чем ты играешь?» «Ты пригласил меня на ужин и приехал ко мне», — ласково усмехнулся тот. «Какие еще доказательства безумия тебе нужны? А играю я на рояле. Ну, сейчас не проси, я не буду этого делать. У меня слишком хорошее настроение для этого». Что же в этом безумного? Намджун взгляделся глубже, его взгляд тоже становился глубже, темнее. Прекрасный ужин, красивый дом, великолепная картина, которой мы наслаждаемся. А вот это... Он слегка сжал его плечо. Мой способ тебя прочувствовать. И что же в этом безумного, Сак-джин? Ты работаешь в федеральном бюро, напомнил тот. Ты был женат, у тебя есть сын. И ты пришел ко мне, почти незнакомому мужчине, даже после моей просьбы о поцелуе. Разве это не безумие? Разве так ты представлял себе эту поездку? Поцелуй с незнакомцем в его доме. Довольно скоро, я думаю, максимум лет через 5-6, не больше, наше общество перестанет относиться к однополым союзам так воинственно. Но я никогда не считал это безумием. Это существовало всегда. Просто крайне невыгодно для демографии и ничего прочего. Те же традиционные отношения, точнее секс между мужчиной и женщиной, хотя и проявление любви, они тоже по-разному воспринимались в разное время и в разных странах. Если говорить об Америке, еще совсем недавно, да буквально вчера по меркам вселенских часов, женщины не имели права голоса, а темнокожих использовали как рабов. Все очень стремительно меняется. Иногда нужно просто подождать, ориентируясь лишь на самого себя, свои порывы, ценности и мораль.
Я не вижу в этом ничего безумного, подытожил Намджун и притянул Сакджина поближе к себе. И даже в этом не вижу. И поцеловал его в губы. Стремительно, но не слишком грубо. Хотя в чем-то ты точно прав. И я совсем не предполагал, что со мной это случится. А потом снова поцеловал. Бокал с вином выпал из пальцев Сакджина, потому что ему очень понадобились обе руки, чтобы обнять, чтобы провести ладони по шее Намджуна под волосами и нежно запустить пальцы в эти самые волосы. Сакджин тихонько застонал в поцелуй, принимая его сразу, без сомнений, впечатываясь в широкую грудь Намджуна, чтобы почувствовать, как бьется сердце. Секунду. Намджун не помнил, куда и как он дел свой бокал. Вроде бы просто поставил на комод, не особенно глядя. А может, мимо него. Неважно. Он будет должен Сакджину новые бокалы, если они разбили два. Но это гораздо позже. А сейчас он должен был отнести его от возможных осколков на полу к дивану, где их точно не было, где было куда безопаснее сидеть и продолжать этот поцелуй, практически бесконечный, как вселенная. Намджун обнимал Сакджина и не мог от него оторваться. А сердцебиение, казалось, было громче, чем дыхание, совсем сбившееся под конец. «Так даже лучше, чем я представлял», — шепнул Сакджин ему в губы. Такой растрепанный, с порозовевшими от поцелуев губами, с румянцем на щеках, он был еще краше. И я боялся, что разучился целоваться. Намджун расплылся в улыбке, любуясь им таким, так близко. Это как поездка на велосипеде. С легким смешком он прикусил свою губу и осторожно провел пальцами по его волосам, по линии роста от лба к виску. «Ты расскажешь мне что-нибудь о себе?» «Не обязательно сейчас. Совсем не обязательно, но потом, позже. Ты расскажешь? И я хочу узнать о тебе слишком многое. Намджун запнулся, понимая, что это слишком поспешное заявление, как раз немного безумное. Но слова рвались изнутри на волне эмоций. «Я так долго тебя искал», — произнес он почти на грани слышимого. «Я расскажу. Только будет лучше, если ты будешь спрашивать», — пообещал Сакджин, глядя ему в лицо, тревожно и счастливо разом. «Иначе я буду много говорить. Но так ничего не скажу нужного». Это правда. Он бы говорил о работе, бриллиантах, картинах, городе, прочитанных книгах, услышанной музыке. Впрочем, Намджун, наверное, и из этого мог бы вычленить то важное, что говорило бы о самом Сакджине. Он обнял Намджуна еще крепче, прижался щекой к его плечу. В его тихие слова невозможно было не верить. С такой искренностью они были произнесены. Но и поверить было немыслимо. Намджун снова обнимал его двумя руками. Медленно опустился назад, пока не разлегся на чужом диване с Сакджином под боком. Так естественно, будто так всегда и было. Будто так и было задумано, чтобы они лежали, тесно прижавшись друг к другу, а на губах еще чувствовался долгий поцелуй. «Какое твое самое счастливое воспоминание?» — вдруг спросил он, когда перестал видеть через потолок яркое звездное небо. «День, когда я прилетел в Сан-Франциско, в Америку». Сакджин и сейчас улыбнулся. «Я чувствовал себя таким счастливым и свободным». Было тепло. Намджун прикрыл глаза, словно и сам там был, а теперь вспоминал. Даже скорее жарко. Приятно жарко. На тебе было что-то легкое и обязательно солнечные очки. Тебе было 24? Предположил он не совсем уверенно. 23, поправил Сакджин. А почему-то летел через Атланту, но ничего оттуда не запомнил. Было шумно, людно, и я был слишком взволнован. А в Сан-Франциско был туман, но тепло, да.
Мне было жарко в моем теплом английском пальто. И очков тоже не было. Я помню, как я ехал в такси через город в отель, смотрел вокруг и думал, неужели теперь я буду жить здесь? Я почти угадал. Намджун широко улыбнулся, мягко и нежно поглаживая его по спине. Почему-то представил тебя счастливым и свободным именно в солнечных очках. Я их завел уже здесь, позже. Раньше вокруг меня не было много солнца. Сакджин чувствовал себя словно под прямыми солнечными лучами сейчас, в объятиях, как будто был весь обласкан и согрет солнцем. Где ты жил раньше, в Англии? Намджун попытался представить себе пальто, в котором Сакджину было жарко в его счастливый день. Да, раньше в Англии там было сыро, тот поежился. И ужасная дисциплина в школах. Мне стоило раньше об этом догадаться, когда ты рассказывал про королеву Викторию. Намджун подтянул его повыше, чтобы чувствовать его дыхание на своей шее. Не рассказывай Ханбину про Англию, слишком много, а то он заставит нас туда поехать. Если не хочешь туда вернуться, конечно. Совершенно не хочу. Невозможно было удержаться и не коснуться этой шеи губами. Сначала на пробу, осторожно, а потом еще раз смелее. И я понимаю, что Англия не виновата в том, что не стала мне домом, но все равно не хочу. И еще... потребовал Намджун, слегка сжав пальцами рубашку на спине. А куда бы тебе хотелось поехать? Немного сложно было продолжать беседу, но Намджуну хотелось совместить приятное с приятным. Наверх, в спальню. Выдохнул Сакджин между поцелуями, трогая кожу на шее зубами. Лучше всего на твоих руках. Но я согласен подняться сам. Он слегка отстранился и уточнил. Если я не слишком тороплюсь. Намджун поднялся следом, прижавшись снова, как намагниченный. Мы все равно однажды это сделаем. Зачем терять время? Задорно улыбнулся и подхватил Сакджина на руки. Желание королевы — закон. На руках так на руках. Где там наша лестница и спальня? На руках Намджуна было уютно не только детям. Хотя Сакджин был, конечно, гораздо тяжелее сына, его бы Намджун не смог проносить полдня. Но до спальни легко, пока его драгоценная ноша показывала дорогу. Наверное, будь Намджун чуть глупее, он бы спросил у Сакджина, что дальше, когда посадил его на кровать, а сам опустился на колени рядом с ней. Но Намджун понимал, что Сакджин человек, такой же человек, как сам Намджун. Его половая принадлежность не была какой-то проблемой или особенностью. Разве что его пристрастие или табу в постели Намджуну все-таки следовало бы знать. Но он обязательно их узнает, спросит о них, но немного позже. А пока он, стоя перед Сакджином на коленях, Намджун медленно раздевал его, начиная сверху. Расстегивал рубашку и брюки, скользил руками по обнажающейся коже, касался губами и то и дело поглядывал в лицо. Потому что момент, когда человек может передумать, решить, что это для него пока слишком, он может случиться с каждым, даже с тем же Намджуном. В конце концов, Сакджин остался без всей своей одежды. Намджун сложил ее на стул, а потом взялся за самого себя. Он стоял напротив и раздевался не так медленно, как делал это с Сакджином. Может быть, лучше бы не торопился, потому что, когда снимал брюки, то запутался в них и чуть не упал. Да, Намджун тоже был всего лишь человеком. Умным, деликатным, заботливым, но совершенно обычным, способным занервничать, когда снимал с себя последние детали гардероба перед тем, кто так ему симпатичен. Без сомнений, Намджун был очень красивым человеком, хотя где-то в глубине считал, что его физическая форма видала и лучшие времена. Но он знал, что дело не в форме.
Всегда все дело было в содержании. Хотя он покупался на красивую обложку, но если в книге было пусто или неинтересно ему, он легко оставлял ее недочитанной. Это если о книгах. А если о людях, то красивая внешность вообще не являлась обязательным пунктом. Это ему сейчас повезло. Намджун уже был влюблен в Сакджина. Первая вспышка этого чувства, которое заставляло его говорить романтические признания. Носить его на руках и раздеваться перед ним. Но именно на волне этого чувства Намджун мог сказать, что никого красивее Сакджина с ним не случалось. Особенно, когда он его сам раздел, и несколько раз повторил это, пока смотрел ему в глаза. «Ты безумно красивый». «Ты тоже красивый». Сакджин скользил одобрительным взглядом по широким плечам и груди, узким бедрам и длинным ногам. Увиденное ему нравилось. Но на самом деле Намджун оказался здесь вовсе не из-за этой красоты лица или фигуры. Сакджина влекли его руки, теплые, надежные, невероятно ласковые руки. Он хотел ощутить их на себе. Этим рукам так хотелось довериться. «Пожалуйста, иди ко мне», — попросил он, ловя его руку и притягивая на кровать рядом с собой. Вытянулся поверх покрывала, огладил ладонями плечи и тут же очертил губами косточки ключиц. Намджун отреагировал на это долгим и бессвязным звуком, потому что по всему телу отозвалось, дало сразу по всем фронтам, и в голову, как очень крепкий алкоголь, и не только. Не хотелось думать, что все дело в долгом воздержании, потому что если очень долго не пить, опьянеть можно даже от запаха чего-то очень крепкого. Намджуну больше нравилась мысль о том, что прикосновения Сакджина, такие желанные, будут так сшибать с ног постоянно. Ну или хотя бы первые 20 лет совместной жизни. Хотелось, чтобы было именно так. Чтобы Намджун не мог сдерживаться от жаркого поцелуя, подняв голову Сакджина к себе, прижимая его к постели и чувствуя с собой все его изгибы. Ему было просто необходимо, чтобы Сакджина обнял его всем собой, и руками, и ногами, и губами тоже, потому что Намджун скользнул между них языком. И сейчас руки Намджуна были везде, куда могли дотянуться. Они гладили Сакджина, сжимали и снова гладили, скорее хаотично, чем упорядоченно. Какая уж тут упорядоченность, когда каждая секунда глубокого жадного поцелуя безжалостно убивает рассудок. И самым интересным, самым удобным, самым горячим местом для рук Намджуна оказались бедра Сакджина. Он прижался к ним ладонями и на минуту оторвался от его губ. Дал им обоим время и шанс на несколько выдохов, прежде чем продолжить. Сакджин потянулся к его губам сам, требовательно приник к ним, сжимая плечи. Огладил узкой ступней его ногу, чувствуя, как внутри тают ледяные бастионы. И застонал в поцелуй разом от его сладости и от бессилия. С Намджуном у него не было никаких сомнений, и это почти пугало. За всеми своими поклонниками Сакджин пристально наблюдал, прежде чем подпустить их ближе. А этот человек, возникший из ниоткуда, разом взломал все его барьеры и заставил его желать так сильно, что Сакджин мало что желал в своей жизни. «Масло!» — выдохнул он прямо в губы Намджуну и заставил себя отстраниться, чтобы достать флакон из прикроватного шкафчика, пока еще помнила об этом. До определенного момента Намджун думал, что его губам больше всего нравятся губы Сакджина, пока не попробовал целовать его в других местах. Совершенно на все не хватило выдержки, но он пробовал многое. Целовал плечи и грудь, его запястья, поймав то одну руку, то другую. Целовал его живот и тазобедренные косточки, и где-то там понял, что, остановившись на бедрах, не может от них оторваться. Поэтому задержался там, покрывая поцелуями кожу. Все его ласки сосредоточились сейчас на бедрах Сакджина.
Тот был его первым, единственным мужчиной, но Намджуна это не пугало, скорее наоборот. Ему было понятно строение чужого тела. Его член так легко лег в руку Намджуна, потому что тот прекрасно знал, что с ним нужно делать. Со своим же прекрасно справлялся раньше. А когда коснулся его губами, испытал такой спектр эмоций, что не смог бы его разложить на составляющие никогда в жизни со всем своим умом. Ему бы просто не хватило, чтобы распутать этот невероятно сложный клубок ощущений. До этого и не требовалось. Он распутывался сам по себе. Где-то под ребрами расползался по Намджуну, по его сосудам и венам. Сакджин зажмурился до бриллиантовой росписи под веками. Вцепился пальцами в покрывало, чтобы не толкнуться бедрами навстречу, не просить большего, не застонать еще раз. Ему и самому хотелось изучать тело Намджуна лучше, чтобы запомнить навсегда, запечатать в себе воспоминания о человеке, что заставило его так раскрыться. Но он только беспомощно гладил его плечи и спину, не в силах сосредоточиться ни на чем, пока губы Намджуна, его невероятные теплые нежные губы, путешествовали по его телу. Намджун перехватил его правую руку и устроил у себя в волосах, положив на них голову. Ему прекрасно давались языки с детства, стоило только начать их изучать. И этот язык любви с другим мужчиной тоже давался легко. И тот снова застонал. Тихо и жалобно сжал было пальцы в волосах, чтобы тут же нежно погладить, позволяя делать с его телом все, что захочется. И как захочется. «Пожалуйста», — выдохнул Сакджин, не зная толком, о чем он просит, потому что все это было идеально. Способность Намджуна тонко чувствовать окружающий мир во всех его деталях срабатывала и с Сакджином. Даже самый тихий его вздох, самое осторожное движение или слово Намджун чувствовал и принимал. Все отзывалось в нем, переплеталось с его существом, пускало в нем корни и тут же расцветало. Он не требовал от Сакджина чего-то невероятного. Слишком было странно что-то требовать от другого человека. Достаточно было того, что Сакджин его принимал. Он пригласил его к себе. Он позволил ему оказаться в своей постели и целовать в самых интересных местах. Намджун знал, что этого ему будет мало в дальнейшем. Но сейчас ему было вполне достаточно. Его и так перекрывало от сознания, что его воспринимают, дают ему шанс выразить свое желание всеми доступными способами. А теперь еще и просят. Намджун понимал, о чем. Очень пригодилось масло, которое достал Сакджин. А потом снова выдержка и не такие уж глубокие и нехитрые познания в том, как Сакджину может быть еще приятнее с Намджуном. Как самому Намджуну в конце концов будет еще приятнее стать с ним одним целым после слегка затянувшихся приготовлений. Вкусить их единственное полностью, испить чашу любви до дна, точнее нырнуть в нее с головой, как в пропасть, потеряться в ней на мгновение, а потом шире распахнуть глаза, прозреть. Обнаружить себя в жарком тропическом лесу с яркими цветами, влажным воздухом и ласковым пением птиц над ухом. Сакджиновыми стонами, которые Намджун слышал в ответ уже на каждое свое движение, которые собирал губами и жадно пил, словно воду в этой жаре. Он запутался в волосах, обняв его голову, нырнул в шею, как в таинственное ущелье, полное каких-то чудес. Сейчас он был самым удачливым на свете путешественником, который попал туда, куда не рассчитывал попасть. Но сразу освоился и решил, что останется здесь. Сакджин застонал снова. Длинно, жалобно, просяще. Боли не было. Сакджин ждал ее, был готов к ее появлению. Он привык к ней, был зачат и рожден в ней, а она стала его извечной спутницей. Но сейчас ее не было. Вернее, Намджун сделал ее неважной, невесомой,
что мог значить легкий дискомфорт тела, при том, что Сакджин чувствовал себя счастливым. Чувствовал чужое желание и восхищение, чувствовал жажду обладать и вместе с тем деликатную бережность. Чувствовал себя любимым, как бы смешно для него этого самого не звучало. Сакджин крепче обнял, скрестил ноги у него за спиной. Всего Намджуна надо было обнять с собой, опутать, чтобы задержать это мгновение, которое вполне могло посоперничать впоследствии с его самым счастливым воспоминанием. Ни боли, ни стыда. Хор голосов в его голове молчал. Сакджин не чувствовал, что делает что-то неправильно. Ни для себя, ни для Намджуна. Все это удовольствие было для них. Голоса молчали. Не вторили стоном Сакджина, не заглушая их. Они были вдвоем. Только они двое и больше никого. Сакджин не представлял, как прекрасно может оказаться в постели вдвоем. Прекрасно, правильно, волшебно. И это все для них. Это история про них. «Поцелуй меня», — потребовал он, потому что рот Намджуна нужно было вылизать, запомнить его вкус, окунуться в его жар и прохладу сразу, глотнуть воздуха из его губ, выпить его хриплое дыхание, проглотить тихий вздох. Потому что Сакджину нужно было чувствовать себя еще более живым. Да, моя королева, сейчас это прозвучало не шуткой. Намджун уже не мог шутить со своим восприятием Сакджина, когда почувствовал его в самом полном смысле этого слова. Он обвел большим пальцем его невероятные губы, а потом приник к ним, оставляя ладонь прижатой к щеке, сам себя ощущая и верным подданным своей английской королевы и королем. Одно другому не мешало. В данном случае очень красиво сочеталось, как и их тела, как и их дыхание, как и их души. Сакджин целовал, осуществляя все свои желания, и даже больше. Потому что Намджун и близость с ним изначально оказались больше, чем он мог когда-то надеяться. Он целовал, дышал, стонал, двигался в унисон с Намджуном, вместе с ним и для него. Здесь и сейчас он хотел отдать этому невероятному человеку всего себя, все лучшее, что было в нем, все самое светлое, все свое желание и радость. И когда наслаждение подступило слишком быстро, обрушившись на него, как тропический водопад, он стиснул Намджуна руками, впился ему в плечи и заглушил последний, самый сладкий стон в его плече. Этим стоном Намджуна оглушило. Перед глазами что-то вспыхнуло, и по телу прошла сладкая судорога еще до момента, как Намджун достиг своего пика несколько минут спустя. По собственному опыту Намджун мог сказать, что близость — это далеко не всегда просто и сладко. Даже не всегда приятно, если уж быть честным. Но это ощущение, точнее весь спектр, что он сейчас испытал, оно не могло быть иллюзорным и обманчивым. Прыгнув с головой в эту бездну, близость с едва знакомым человеком, без страха и сомнений, поверив лишь своему сердцу. Ну и некоторым не менее чутким другим частям тела. Намджун не убился, упав на холодные острые камни. Он нашел здесь настоящий клад, в этих влажных тропических джунглях. Он нашел человека, с которым было хорошо и правильно, который его принял и вместе с тем отдал ему себя, доверился и прыгнул туда вместе с ним. Намджун держал его за руку, когда лежал рядом. Он целовал его снова и в губы, и в шею, целовал в ту самую руку очень нежно. Он смотрел на него, любовался им, а потом обнимал, крепко прижимая к себе. У него было несколько очень важных просьб, которые он хотел озвучить позже, не сейчас, чтобы не смешивать нежность и серьезные просьбы. Но одну он все-таки озвучил. «Я могу остаться с тобой».
Время остановилось между ними, застыло в драгоценных поцелуях и касаниях, запуталось в волосах и вернулось только с прозвучавшим вопросом и ознобом, пробежавшим по телу. Сакджин вздрогнул, отвел взгляд и вернулся в реальность. «Тебя ждет сын», — произнес он как-то неуверенно. «Я думаю, Чимин справится с тем, чтобы положить его спать. Хотя Ханбин и сам с этим справится». Намджун поднял его лицо к своему. «Я позвоню им, можно? Не хочу уходить от тебя». Сакджин тоже не хотел, чтобы он уходил. И испугался этого яркого, отчетливого желания едва ли не больше, чем драгоценного алмаза в их галерее. В красивых глазах отразилось смятение и тревога. Это слишком для меня, Джуни». Ласковое словечко сорвалось с губ, чем он успел его поймать и запереть в сердце. «Я не готов. Пожалуйста, мне нужно остаться одному». «Нужно. Как бы он ни хотел иного». «Хорошо. Если Намджуна это как-то и расстроило, то он не показал и не выдал этого ничем». Он улыбнулся и снова коснулся губ. «Но сначала просто еще полежим, ладно? Еще немного». И потом прижал Сакджина к себе еще крепче, чем до этого. «Спасибо», — шепнул тот ему в шею, благодаря за все сразу. Прильнул ближе, словно впаиваясь под кожу, дыша спокойно и размеренно, запоминая этот момент, который точно был счастливым. И уже задремывая спустя долгие нежные минуты, пробормотал: «Ванная из спальни направо. Ты, наверное, захочешь привести себя в порядок». «Я в полном порядке», — улыбнулся Намджун, отвечая негромко, но шутливо. Но когда Сакджин совсем заснул, все-таки выбрался из постели, не потревожив, с сыном научился, отточил это умение до идеала, укрыл его покрывалом, невесомо поцеловал щеку, нашел свою одежду и в ванную тоже нашел. Вернулся спустя какое-то время, погасил свет и тихонько прикрыл дверь. Когда входная дверь захлопнулась, веки Сакджина вздрогнули. В полусне он поднялся с кровати, стер с тела следы их близости тем же покрывалом и отбросил его в сторону. Забрался под одеяло и свернулся, как дитя в центре огромной кровати. Запах Намджуна на коже согревал и успокаивал. Эту ночь Сакджин провел без сновидений. На следующее утро к дому приехал курьер с новым букетом уже красных роз и открыткой от самого Намджуна. «Я приеду к тебе в галерею вечером. Погуляем?» Сакджин замер с открыткой в руке, провел пальцами по ровным строчкам. Почерк у его отца был еще лучше, чем у сына. Спрятал лицо в розах и заулыбался, счастливо и радостно. В домашнем кабинете была копия картотеки с телефонами постоянных клиентов и других разного рода важных лиц. Сакджин нашел телефон Ким Тэхёна, набрал номер и нетерпеливо забарабанил пальцами по столу. В том доме вовсю завтракали. А Чимин, как ближе всех сидящий к звонившему аппарату, снял трубку. Он давно чувствовал себя здесь как дома, в любом его крыле. «Слушаю». Сакджин завис, услышав незнакомый голос, но представился. «Доброе утро. Это Ким Сакджин. Могли бы вы соединить меня с Ким Тэхёном?» «Ким Сакджин?» — переспросил Чимин слегка удивленно, хотя чему тут удивляться, когда Намджун сидел с таким загадочным, но довольным видом. И не при детях его, конечно, расспрашивать про свидание. Но Чимин надеялся, что этот шанс у него скоро появится. «С Ким Тэхёном?» — уточнил он. Вот это его удивило. «Или с Ким Намджуном?» Ханбин, безусловно, услышал знакомое имя и тут же вскочил с места. «Чимин, это Сакджин? Я тоже хочу с ним поговорить». Намджун замер с чашкой у рта. «У вас тут очередь, Ким Сакджин», — хохотнул Чимин в трубку.
Если Ким Намджун рядом, я поговорю с ним. Улыбку Сакджина было слышно даже через трубку. И с молодым господином, конечно. Погоди, малыш. Сначала я, послышалась трубки слегка отдаленно, а потом Намджун произнес. Доброе утро, Сакджин. Доброе утро. Это было искреннее признание, а не светская учтивая формула. Спасибо за розы. Я надеялся, что Ким Тэхён знает, как с тобой связаться. Вы же приходите вместе. Пожалуйста. Намджун сел поближе к телефону. Чимин освободил ему место и теперь поглядывал на него с улыбкой, пытаясь отвлечь Ханбина, который все еще рвался поговорить с Сакджином. «Какие были лучше?» — спросил он про розы. «И мы сейчас здесь живем. Семья Тэхёна нас заботливо приютила и приняла». «Не могу выбрать», — ласково ответил Сакджин. «Оба букеты прекрасны. Он откашлялся. Я могу освободиться пораньше сегодня. Если хочешь, мы можем погулять втроем». «Боишься остаться со мной наедине?» — почти прошептал Намджун, надеясь, что его никто, кроме Сакджина, за общим разговором не услышал. «Во сколько мне приехать?» — уточнил чуть громче. «После 2 пополудни», — решил Сакджин, приглушая сладкий вздох от шепота Намджуна. «Я отведу вас на край земли. Оденьтесь потеплее, будет ветрено». Звучит заманчиво. Намджун улыбнулся. «Мы приедем вдвоем», — он говорил. «На краю земли мой сын еще не был и не простит, если я его туда не возьму. А сейчас подожди минуту. Он хочет тебе что-то сказать». «Сакджин!» — голос трубки стремительно поменялся на звонкий и детский. «Тебе понравился мой рисунок?» «Очень понравился», — уверил тот. «Я должен увидеть тебя и лично поблагодарить. Поэтому приезжай с папой, хорошо?» «Хорошо. Я нарисую тебе еще», — пообещал мальчик. «Нарисую тебе солнце и радугу, и лошадку, и дворец, как у королевы Виктории». Намджун, который держал его на коленях, переняв из рук Чимина, засмеялся в детское плечо. «Я буду ждать. И рисунки, и тебя». Сакджин улыбался и совсем не царственно хихикал в собственную ладонь. Together, that I'm sheltered by your heart, but in and outside I've turned to water like a teardrop in your palm, and it's a hard winter's day. Dream away. It must have been love, but it's over now. It was all that